Почти каждое государство, обладающее мощной наукой и геологической инфраструктурой, в разные годы запускало свои сверхглубокие проекты. СССР, США, Германия, Япония. Разные технологии, разные цели, разные континенты. Но один итог. Ни одна страна, несмотря на десятилетия исследований и миллионы долларов вложений, не пробурила Землю глубже 12 миль. Точная отметка — 64 тысячи футов. Это стал невидимый рубеж, на котором замирает любой бур. В советских архивах эта глубина фигурирует под сухим названием «граничный уровень пластической деформации». По документам, именно на этой отметке происходило так называемое разжижение породы. Слой становится вязким, бур застревает, оборудование выходит из строя. В Германии глубина остановки была почти идентична. Даже в Японии, где бурение шло в океаническом дне, а кора вдвое тоньше, все завершилось задолго до цели. Казалось бы, просто физика. Но одно «но». Почему тогда в документах о свернутых программах повторяется странная фраза «нецелесообразность продолжения в текущих условиях»? Почему ни один отчет не указывает точную причину остановки, хотя каждая из программ была громко анонсирована на весь мир? В Соединенных Штатах был случай, когда исследовательский консорциум, состоящий из 5 университетов, пытался реанимировать заброшенный проект сверхглубокого бурения. Но еще до начала работ команда столкнулась с жестким сопротивлением. Представители Министерства обороны заявили, что данная область несет стратегический риск. Риск чего не пояснили. Вся инициатива заглохла за 1 неделю. Хотя речь шла всего лишь об изучении проб старых пород. Десятки научных коллективов пытались найти объяснение. Высокие температуры, слишком высокое давление, невозможность охлаждения на таких глубинах — все эти версии логичны, но слишком обтекаемы. На поверхности Луны температура выше, чем на дне скважины, но техника там работает. На борту подводных аппаратов давление сравнимо с тем, что фиксировалось в скважинах. И все же оборудование там функционирует. Существует одно неформальное объяснение. Его не публикуют в журналах и не обсуждают на конференциях, но оно звучит в кулуарах и между строк в воспоминаниях некоторых специалистов. Предел в 12 миль — не техническая граница. Это порог. То, что находится глубже, не предназначено для наблюдения. Не потому, что мы не можем туда дойти, а потому, что нам туда нельзя. Один из отставных инженеров американского проекта как-то проговорился. «Мы не остановились, нас остановили», после чего быстро свернул интервью. Он больше не выходил на связь. И таких случаев было больше одного, но если где-то и был момент, когда люди действительно достигли предела, физически, ментально и технически, это было в месте, о котором сегодня стараются не вспоминать. Там, на севере СССР, в пустой заполярной тундре, металл коснулся того, чего касаться не стоит. Когда разговор заходит о Кольской сверхглубокой, чаще всего вспоминают цифры. Глубина более 12 миль, температура свыше 400 по Фаренгейту, тысячи лошадиных сил, десятки лет работ. Но за пределами официальной статистики существует другая реальность. Архивные материалы, в которых не осталось имен, и аудиофайл, который больше никто не услышит. Весной 1983 года на объект прибыла новая акустическая аппаратура. Ее установка не фигурировала в планах научного совета и не была связана с плановыми измерениями. Оборудование доставили без опознавательных знаков. На ящиках значились только цифровые индексы и предупреждения о высокой чувствительности. Монтаж выполнили за 1 ночь. Доступ к аппаратуре получили всего 3 специалистов, среди них геофизик Семен Валентинович Лазовский. Именно он стал первым, кто услышал тот сигнал. Сначала все выглядело стандартно. Показания шли по графикам. Гул, вибрации, слабые инфразвуковые волны, обычная фоновая активность для глубин свыше 10 миль. Но в одну из ночей Лазовский настроил диапазон вручную. Он пытался зафиксировать слабые отклонения в частотном спектре, которые появлялись каждую ночь примерно в одно и то же время. Установил фильтр, усилил диапазон низких частот, и внезапно динамик издал короткий резкий щелчок. А после — звук. По словам самого Лазовского, это был не шум, не гул, не вибрация. Это было нечто голосоподобное. Он тут же включил запись. На пленке зафиксировался отрывок продолжительностью около 40 секунд. Сначала тишина, затем нарастающий гул, который вдруг переходит в странное бормотание. Слов не разобрать. Язык не идентифицируем. Но структура фраз интуитивно понятна. Они звучат как попытка диалога, будто кто-то внизу пытается что-то сказать, но через толщу породы это превращается в искажение. Лазовский записал еще 3 таких отрывка за последующие дни. Все они были зафиксированы между 3 и 5 часом утра. Все длились меньше минуты. И все сопровождались скачками температуры на глубине, которые не объяснялись ни одним физическим процессом. Он показал запись 2 коллегам, звукотехнику и начальнику лаборатории. Они прослушали запись дважды, после чего настоятельно посоветовали ему забыть об этом. Но уже через день к нему в кабинет зашли 2. Без формы, без представлений. Один держал в руках папку, второй — маленький диктофон.
диктофон. «Где оригинал?» — спросили. Лазовский показал ящик стола. Запись изъяли, аппарат перезаписали, копии уничтожили и добавили: «Вы не делали эту запись, вы ее не слышали, и никто не должен». Позже выяснилось, что один из тех, кто был в курсе записи, звукотехник, отправлен на реабилитационный отдых. Официально по причине переутомления, неофициально после нервного срыва, сопровождавшегося ночными приступами паники. Третий, начальник лаборатории, в том же месяце переведен в Москву. Назад не вернулся. Но на этом история не закончилась. Через полгода фрагмент пленки, вероятно, копия, просочился за периметр. Один из инженеров, близкий к Лазовскому, якобы сделал дубликат и хранил его у себя в металлическом футляре. Запись была короткой. Но ее услышали. И те, кто слышал, говорят, что это был не просто шум. Они утверждали: на пленке не крик, на пленке зов. И если это был зов, то что он должен был привлечь, оставалось только догадываться. Особенно учитывая, что этот сигнал усиливался с каждой неделей, будто что-то снизу начинало приближаться. Следующая смена вышла в работу на самой опасной глубине за всю историю проекта. Никто из них еще не знал, что вскоре все изменится навсегда. Лето 1984 года на Кольском полуострове было аномально холодным. Снег в тундре не сходил до начала июня, а ледяной ветер дул даже днем. В середине месяца, когда скважина достигла глубины в 11 990 футов, было принято решение довести бур до финальной цели. 12 миль. Психологический, символический и, как выяснилось позже, предельный рубеж. Рабочая смена началась в 9 вечера. В помещении находились 8 человек, 4 буровика, 2 инженера, оператор акустики и охранник. Все шло штатно. Показания приборов укладывались в допустимые значения. Температура на забое около 410 по Фаренгейту, давление около 3000 атмосфер. Но в 23 часа 15 минут приборы начали фиксировать странности. Сначала скачок температуры, потом падение давления, хотя никаких утечек не было. Вслед за этим колебания в магнитном поле. Через 20 минут осциллограф выдал серию импульсов, похожих на сигнал, но идущих с самого дна. Смена переглянулась. Подобное уже бывало, но не на этой глубине. Звук был не просто сигналом, но он нарастал. И, по словам оператора Михаила Терехова, двигался вверх. Ровно в полночь бур достиг контрольной глубины. Цифра 12 тысяч появилась на мониторе. В этот момент все и началось. Сначала помещение Буровой содрогнулось, как от удара. Все, кто находился внутри, почувствовали вибрацию под ногами. Затем звук. Он не пришел из динамиков. Он шел из самого устья скважины. Глубокий, давящий, словно кто-то выдыхал из недр раскаленного металла. Инженер Борис Светлов попытался отключить бур. Дернул рычаг аварийного тормоза, механизм не сработал. Бур продолжал вращение. В этот момент температура в помещении начала подниматься, хотя системы вентиляции работали в полном объеме. 15 минут спустя на глубине начали фиксироваться низкочастотные импульсы. Те самые, что совпадали с записью весной. Но теперь они не были просто шумом. Теперь это были слова. Терехов, который сидел у акустической панели, снял наушники и прошептал: «Там кто-то говорит». Остальные переглянулись. Паника еще не началась, но напряжение висело в воздухе. Параллельно из устья скважины начал подниматься пар. Но он не был горячим. Напротив, температура вблизи металла начала падать. На стали появилась изморозь. Один из буровиков, Петр Кравцов, подошел ближе, и это была его ошибка. Через секунду он закричал, схватившись за руку. По словам свидетелей, кожа побелела, будто была обожжена льдом, а из-под повязки проступила черная жидкость. Его сразу же вывели в соседнее помещение, но Кравцов уже не говорил, только бормотал что-то бессвязное, повторяя: «Они внизу, они хотят выйти». В 12:30 ночи прозвучала тревога. Сирена сработала по протоколу, о котором знали лишь единицы. Протокол Омега. Это значило только одно — немедленная эвакуация объекта. Людей выводили в панике. Некоторые падали в снег босиком, не успев одеться. Из скважины продолжал валить пар, теперь черный, плотный, воняющий серой. Через час на территорию прибыла военная техника. Как именно она оказалась так близко, неизвестно. Но были готовы генераторы, защитные костюмы, переносные установки с устройствами, создающими электромагнитное поле. Операцию координировал человек, имя которого до сих пор не фигурирует в документах. Он дал короткий приказ: закрыть, герметизировать, не допустить утечки. Что именно происходило в следующие 2 часа, неизвестно. Доступ к объекту был перекрыт. Но свидетели, которые находились на расстоянии более полумили, рассказывали, что слышали звук, не похожий ни на один ранее известный. Ни взрыв, ни гул, ни сирену. Это был рев. И тогда в архиве появилась отметка: проект завершен, дальнейшие действия запрещены. Природа зафиксированных явлений не поддается классификации. Но уже через несколько недель начали вскрываться документы, которые не согласовывались с официальной версией событий.
И кое-что в них указывало на то, что произошло, не было неожиданностью. А наоборот, было частью того, что давно знали. Именно это заставило журналистов вернуться к истории Кольской скважины. Только теперь они изучали ее совсем под другим углом. В каждом крупном научном проекте есть две стороны. Одна – публичная, с пресс-релизами, репортажами и награждениями. Вторая – скрытая, закрытая, зачастую даже для участников. Проект Кольской сверхглубокой не стал исключением. Более того, он стал эталоном того, как можно выстроить научную операцию с плотной завесой секретности. Настолько плотной, что даже спустя десятилетия большая часть материалов остается недоступной. Официально Кольская скважина представлялась как грандиозный научный эксперимент по изучению строения земной коры. В учебниках писали о температурных аномалиях, древнейших породах и технологических прорывах. Строились планы, публиковались статьи, раздавались премии. Все выглядело как триумф инженерной мысли. Но в действительности почти каждый этап сопровождался параллельным контролем, о котором никто из рядовых специалистов не должен был знать. Ключевым элементом этой тени стала группа, условно обозначенная в документах как группа наблюдения ОП-6. Сначала ее не существовало ни в списках, ни в служебных расписаниях. Но после достижения глубины в 8 миль в здании штаба появился дополнительный этаж. Ну что, готовы копнуть еще глубже в загадки нашего мира? Если вам нравятся такие увлекательные истории, не забывайте подписаться на канал и заглянуть в описание, там есть ссылка на донат. Помните, каждая ваша поддержка помогает нам раскрывать еще больше тайн, ведь кто знает, что может всплыть из недр. Лестница на него была с кодовым замком, и даже руководство объекта не имело туда допуска. По коридорам начали ходить люди без имен и должностей, все в одинаковой одежде, все молчаливые. Они не участвовали в бурении, не появлялись на общих собраниях, но их присутствие ощущалось во всем, от изменений в распорядке дня до новых правил безопасности. Одним из первых, кто заметил несостыковки, был инженер-геолог Игорь Сомов. Он обратил внимание на то, что образцы породы, поднятые из глубин свыше 9 миль, отправляются не в местную лабораторию, как положено, а грузятся в металлические контейнеры с пометкой «Перевозка в сопровождении». Направление неизвестно. При попытке задать вопрос Сомову напомнили о подписке о неразглашении. Через неделю его перевели на объект в Якутии, без объяснений. Тогда же исчезли несколько научных отчетов. Один с анализом термодинамической аномалии, второй с результатами магнитометрии. На их месте в архиве остались только обложки, никаких страниц. А в журнале регистрации сотрудников появилась новая должность – технический аналитик. Никто не знал, чем именно занимаются эти люди. Позже выяснилось, что за 3 месяца до инцидента с Буром состоялось совещание в Москве. Оно не было зафиксировано в протоколах Академии наук. Но один из участников, выведенный на пенсию уже в 90-е, упомянул его в личных мемуарах. Нам сообщили, что бурение приближается к зоне, не поддающейся геологической интерпретации. Было решено перевести проект в статус сопровождаемого наблюдения. Что это значило, никто не объяснил. Но вскоре после этого по объекту распространили внутренний приказ. Запрещается обсуждать с внешними структурами любые аномалии, не имеющие официального объяснения. Контактировать с прессой только через уполномоченного представителя. На бумаге проект оставался открытым. Но фактически его перевели в закрытый режим. За 3 недели до ночи бурения весь состав научной группы был заменен. Под предлогом оптимизации, отпусков, ротации кадров. Вместо них неизвестные специалисты с допуском, о котором никто не знал. Их фамилии не значились в приказах, их лица не вспоминали потом ни на одном фото. А потом произошла та самая ночь, но все, что случилось после нее, было уже под полным контролем неофициальной части. Все рапорты засекречены, все ленты наблюдения изъяты, врачи, обследовавшие пострадавших, дали подписку. Семьи погибших получили компенсации, молча, без объяснений. Однако спустя годы в московских архивах был найден лист без подписи, без номера, без официального штампа. На нем одна строка. Проникновение за предел критического слоя подтверждено. Дальнейшие действия невозможны без разрешения. Что скрывается за этой фразой? До сих пор никто не знает. Но те, кто работает с закрытыми документами, говорят, если ты увидел формулировку без подписи, значит она не для того, чтобы ее читали. А за ней стояла еще одна деталь, оставшаяся вне поля зрения, доказательство того, что скважина не просто встретила преграду. Она вернулась оттуда с тем, чего не должно было быть. Когда в бурении происходит авария, первым делом поднимают буровой став. Огромную металлическую конструкцию, уходящую на десятки тысяч футов вниз. В обычных условиях на его поверхности можно обнаружить следы трения, износ, местами признаки плавления от высоких температур. Все это штатно, ожидаемо. Но то, что обнаружили на Кольской скважине летом 1984 года, не поддавалось объяснению ни с технической, ни с геофизической точки зрения. Инцидент произошел спустя 2 ночи после превышения отметки в 12 миль. Буровое оборудование дало сбой. На глубине начала резко расти нагрузка на вращение.
Машина будто наткнулась на что-то вязкое, не породу, не жидкость, а субстанцию, не имеющую аналогов. Принято решение поднимать бур. Процедура заняла больше 8 часов. Когда металл показался на поверхности, даже самые опытные инженеры отшатнулись. Ствол бура был частично деформирован, хотя давление в скважине не превышало известного порога. Самое поразительное, внешняя поверхность оказалась испещрена странными, неестественными бороздами. Ни трещинами и ни следами контакта с камнем. Эти борозды были симметричны, словно кто-то провел по металлу острым, но мягким лезвием. Они шли параллельно, будто подчинялись какой-то структуре. Как будто кто-то, или нечто, оставил их намеренно. На наконечнике бура обнаружили следы оплавления. Не обычного от трения или температуры, а аномального. Края были неровными, с пузырчатой текстурой, характерной для воздействия химически активной среды. Это вызвало срочную экспертизу. Металлографы работали под надзором. Результаты пришли через 3 суток. Содержание органических соединений в микротрещинах. И просто следы углерода, а остатки цепочек, идентичных белковым структурам. Никакой формы жизни, известной на Земле при температуре в 400 градусов по Фаренгейту и давлении в 1000 атмосфер, существовать не может. Но молекулы были. Их обнаружили не один раз. Более того, они проявили реактивность при взаимодействии с аминокислотами, что говорило о потенциальной биологической активности. Однако изучить их полностью не удалось. Образцы исчезли. Официальная версия отправлены в Москву. На практике больше не сохранились ни в одном государственном архиве. Позже один из лаборантов, работавший при анализе, признался в неформальной беседе. «Я видел белок, которого быть не может». Его структура была зеркальной. Понимаете, не просто нестандартной, а противоположной. Мы едим правые молекулы. Там были левые. Это значит, что это не отсюда. После этого его отправили в отпуск. Через месяц он не вернулся. Связь с ним потерялась. Но были и другие следы. На одной из металлических труб, поднимавшихся из скважины, техника визуальной диагностики зафиксировала полупрозрачный налет, похожий на тонкую мембрану. Она быстро испарялась при контакте с воздухом. Приборы зафиксировали резкий всплеск содержания сероводорода и аммиака. Это могло быть следствием разложения органики или чего-то другого. Один из буровиков, принимавших участие в подъеме оборудования, позже рассказывал, что металл пах не как раскаленное железо, а как гниющее мясо. Его слова никто не зафиксировал официально, но они попали в устные отчеты. И многие, кто тогда работал рядом, подтверждали, да, запах был, и он не оставлял ощущения техники. Он оставлял ощущение живого, после этого случая доступ к буровой был ограничен. Вышка осталась стоять, но с нее убрали все, кроме охраны. Спустя неделю объект был полностью опечатан. Но кое-кто успел сохранить копии. Снимки, сделанные на старую пленку, были спрятаны. Именно они через десятилетия станут первым доказательством того, что бур принес на поверхность не только камень. Что именно подняли из скважины, до сих пор предмет споров. Но теперь мы знаем, на глубине не было пустоты. На глубине что-то было. В геологии существует понятие аномальная зона, участок, где параметры горных пород не соответствуют ожидаемым моделям. Чаще всего речь идет о разнице в плотности, магнитной проницаемости или температуре. Такие зоны могут указывать на залежи полезных ископаемых, тектонические разломы, подземные водоносные горизонты. Но в Кольской скважине обнаружили аномалию иного порядка. Ту, что не попадала ни в один учебник и не поддавалась классификации. Впервые странности начали фиксировать на глубине около 7 миль. Тогда геофизики заметили, что акустический отклик породы внезапно снизился. Обычные слоистые породы давали четкий отраженный сигнал, но здесь почти тишина, звук поглощался. Сначала это списали на погрешность приборов, но повторные замеры подтвердили, внизу находится нечто, что глотает волны. Далее начались скачки плотности. По расчетам, определенный слой должен был иметь плотность около 3,5 граммов на кубический сантиметр. Но по факту он показывал значение ниже 1. Это было физически невозможно. На такой глубине породы не могут быть рыхлыми, они должны быть спрессованы в каменную массу. Но инструментальные данные говорили об обратном, там внизу нечто пустотное. Тогда подключили магнитометр, и здесь начались настоящие странности. Комплексное обследование показало мощное локальное возмущение магнитного поля, не широкое, всего несколько десятков футов в диаметре, но стабильное и, главное, пульсирующее. Магнитное поле пульсировало с частотой в одну волну каждые 22 секунды. Этого не бывает в природе. Земля — не сердце. Но на глубине 8 миль что-то билось с регулярностью. Ученые, получив эти данные, разделились на 2 лагеря. Одни требовали прекратить бурение и тщательно изучить область. Другие — продолжать, несмотря на риск. Победили вторые. Бурение ускорили, и именно в этот момент в систему мониторинга вмешалась та самая группа под грифом ОП-6. Все данные стали передаваться сначала в закрытый архив, потом частично в научный центр.
Доступ к первичным сигналам ограничили, но даже в этих условиях инженеры, работавшие у скважины, продолжали фиксировать визуальные и тактильные отклонения. Тепловизоры, направленные на бур, начали показывать странную картину. Температура не росла, как ожидалось, а плясала, будто скважина дышала. Волнообразные выбросы, каждые несколько минут, всплеск, потом спад. Словно кто-то открывал и закрывал невидимый клапан внизу. На 9-й миле бур столкнулся с материалом, плотность которого резко контрастировала с предыдущими слоями. Металл ударился о нечто гладкое, твердое, но при этом почти не сопротивляющееся. Это было похоже на удар по стеклу. Однако ни один из последующих срезов породы не показал следов кварца или кремния. Никто не мог объяснить, что именно там было. Позже несколько сотрудников признались. У них появилось ощущение, что бур не просто копает, что он проходит сквозь нечто чужое, инородное, и что каждая его секунда на глубине — это риск пробить оболочку, которая отделяет нас от чего-то, что не должно быть нарушено. Никто тогда не произносил это вслух. Но в разговорах начали звучать фразы: непонятная структура, искусственное уплотнение, замедленная реакция. Один из техников, перебирая графики, вдруг спросил вслух: а если это не аномалия, а система? И в этот момент на схеме появилось то, чего никто не ожидал. График начал повторяться. Структура породы, казалось, шла по кольцу, словно бур двигался не вниз, а по кругу. В любой крупной технической программе всегда присутствует внешний контроль, представители министерств, научных институтов, финансовые кураторы. Но в истории Кольской сверхглубокой одна группа не попала ни в один официальный реестр. Она действовала параллельно и вне системы. Позывной этой операции — наблюдение. Это название впервые всплыло в рассекреченных бумагах из архива Министерства обороны, попавших в открытый доступ уже после распада СССР. Но даже там упоминания были обрывочными, фрагментарными, словно кто-то намеренно вычищал контекст, оставляя лишь намеки. По неподтвержденным данным, инициатива по созданию этой группы пришла не из научной среды, а от спецслужб. Согласно слухам, еще в 70-е на Кольском полуострове работала команда, отслеживавшая геомагнитные и сейсмические параметры в районах, близких к местам фольклорных аномалий. Их интересовали легенды о поющих скалах, огненных расщелинах и пропадающих людях. Когда буровая платформа Кольской скважины была выбрана именно в этом районе, это вызвало настороженность в определенных кабинетах. Официально цель операции — наблюдение, сопровождение и защита стратегически важного научного объекта. Но на деле функции этой группы выходили далеко за рамки охраны. Они получали доступ к первичным данным, имели приоритет над гражданскими инженерами и могли закрыть любую зону объекта без объяснений. Им не нужно было представляться. Их допуск не проверяли. Их просто пропускали. Один из буровиков, ушедший в отставку уже в 90-е, рассказывал о странной смене, когда на объект прибыли сразу 3 новых специалистов. Их не представили коллективу. Они не были в спецодежде, не общались ни с кем, кроме между собой. Работали в тени, у отдельного терминала. Один из них, мужчина среднего возраста с гладко выбритым затылком, несколько часов наблюдал за инфразвуковыми записями, потом что-то записал в блокнот и покинул объект. Еще через день из тех помещений, где находилось оборудование для фиксации температурных колебаний, исчезла вся архивная лента за последнюю неделю. Без объяснений. Просто пропала. Позже появилась внутренняя инструкция под грифом «Строго». Сотрудникам запрещалось обсуждать между собой неподтвержденные наблюдения, особенно касающиеся звуковых аномалий. В случае повторения обязательное докладное сообщение начальнику смены, который уже напрямую контактировал с представителями наблюдения. Это означало лишь одно: фиксировалось нечто такое, что требовало не анализа, а молчания. Некоторые инженеры стали замечать, что часть измерительных приборов передают данные не в центральный терминал станции, а в отдельный модуль, за доступ к которому отвечали только члены группы. Туда стекались акустика, давление, химический состав выбросов. Почему никто не знал. Но именно там позже начались регулярные дежурства круглосуточной смены. Чередовались 3. Один смотрел в монитор, второй записывал, третий молчал. Но самый тревожный эпизод произошел за сутки до инцидента на глубине 12 миль. Один из геофизиков в обход регламента подключил резервный канал записи и обнаружил, что часть сигналов из скважины не просто фон. Они повторяются на частоте чуть ниже порога слышимости, строго по графику, в одинаковой последовательности. Это было похоже на передачу. Он попытался сообщить об этом и исчез. Официальная версия — командировка. Ни один документ о ней найден не был. После этого на объекте сменилось начальство. В архиве появилась новая папка с надписью «Наблюдение. 12-мильный порог». Ее нельзя было открывать без двойного допуска. Даже сам факт ее существования скрывался от большинства сотрудников. Но изредка в разговорах между сменами проскальзывала одна и та же фраза: «Они не бурят землю». Они наблюдают, как она реагирует. А через несколько дней произошло то, что заставило даже самых спокойных специалистов сомневаться в собственной памяти. Потому что то, что они услышали, физически не могло быть частью породы.
Кольская скважина, пробуренная на глубину более 12 тысяч метров, является самой глубокой искусственной точкой на планете. В 1965 году работы по бурению начались в районе Кольского полуострова. Геологи планировали изучить структуру земной коры и обнаружить полезные ископаемые. На глубине около 8 километров буровая установка столкнулась с необычным явлением. Температура достигала почти 120 градусов по Цельсию, а давление превышало стандартные значения. Рабочие, находившиеся на поверхности, слышали странные звуки, доносящиеся из скважины, которые они описывали как жуткие крики. Эти звуки заставили команду инженеров почувствовать, что они пересекли границу между известным и неизвестным. В 1971 году бурение было остановлено. Причиной этого стали трудности с преодолением твердого слоя породы. Однако многие исследователи начали высказывать гипотезы о том, что скважина может скрывать нечто большее, чем просто геологические образования. Запросы о возможных существах, находящихся в недрах Земли, стали активно обсуждаться в научных кругах. Журналисты начали расследование, встречаясь с работниками проекта. Одним из свидетелей стал старший геолог Владимир Бурцев. Он утверждал, что во время бурения на экранах мониторов появлялись странные изображения, исчезавшие так же быстро, как и возникали. Бурцев отмечал, что у него возникло ощущение, будто они проникли в область, о которой человечество никогда не знало. В 1983 году проект окончательно закрыли, а скважину законсервировали. Интерес к ней не угас. Множество исследователей и датчиков продолжали отправляться к этому загадочному объекту, пытаясь выяснить, что скрывается под поверхностью. Многие из них говорили о том, что чувствовали в этом месте нечто необычное, словно оно было наполнено энергией, оставляющей отпечаток на их сознании. Слухи о Кольской скважине продолжали распространяться, и вскоре она стала объектом различных теорий. Некоторые самые смелые предположения касались цивилизаций, которые могли обитать в подземном мире. Кольская скважина привлекала внимание ученых, журналистов и любителей загадок, оставаясь одной из самых интригующих историй в истории геологических исследований. Работы по бурению Кольской скважины возобновились в 1966 году, когда команда инженеров внедрила новые технологии для решения проблем, возникших на глубине. Буровая установка была усовершенствована с добавлением систем охлаждения и новых буровых коронок. Эти изменения позволили значительно увеличить эффективность работы и улучшить результаты бурения. В это время на поверхность начали поступать новые данные о геологии региона. Исследования показали, что подземные слои содержат редкие минералы, имеющие научную ценность. Интерес к проекту возрос и финансирование увеличилось, однако с этим появились и новые проблемы. В 1969 году произошел инцидент, который изменил ход работы. Во время бурения произошел неожиданный выброс газа. Рабочие заметили, как из скважины выбился фонтан, высота которого достигала более 10 метров. В составе газа был сероводород, опасный для здоровья. Команда была эвакуирована, и дальнейшие работы были приостановлены на несколько недель. Этот случай вызвал панические слухи о том, что скважина может скрывать опасные геологические образования. Несмотря на инцидент, ученые продолжали анализировать данные. Они обнаружили необычные сейсмические явления в этой области. Странные колебания фиксировались на датчиках, и исследователи начали выдвигать гипотезы о существовании неизученных подземных структур. В 1970 году проект вновь активизировался. Новые методы бурения, такие как ультразвук и лазерные технологии, были разработаны для преодоления трудностей. Однако эти методы требовали значительных затрат, что вызывало разногласия внутри команды. Одни инженеры настаивали на продолжении исследований, несмотря на риски, другие выступали за прекращение бурения. На поверхности обсуждали возможности использования найденных ресурсов. Представители власти заявляли о потенциальной прибыли от добычи полезных ископаемых, в то время как другие выражали опасения о возможных экологических последствиях для региона. Эти разногласия углубили конфликт между различными сторонами, и в 1970 году на итоговой встрече ученых и чиновников возникло напряжение. Каждый пытался донести свою точку зрения, обвиняя других в безответственности. Решение, казалось, ускользало. Тем временем буровая установка продолжала работу, фиксируя аномальные изменения в структуре породы. Инженеры замечали, что каждая новая попытка погружения приносила не только технические данные, но и вопросы, на которые не было ответов. Глубина воспринималась как нечто более сложное, чем просто геологический объект. Звуки из недр становились все более явными, и рабочие на поверхности слышали их, не понимая их источника. Ясные звуки поднимали тревогу среди команды, осознававшей, что глубина может скрывать как опасность, так и открытия, способные изменить понимание науки. В июле 1971 года запуск новой системы бурения привел к неожиданным результатам. После нескольких успешных погружений на глубине 9000 метров была обнаружена странная порода, не соответствующая известным геологическим структурам.
Она имела необычные светоотражающие свойства, и буровая установка не смогла ее пробурить. Команда инженеров была в недоумении. Такие образцы породы не были задокументированы в геологических картах региона. Рабочие, находившиеся на поверхности, начали замечать, что звуки, доносящиеся из скважины, становятся все более интенсивными и неестественными. Это вызвало страх и панику среди сотрудников. Многие из них говорили о том, что слышали шепот, как будто кто-то призывал их с глубины. Инженеры, работающие с датчиками, фиксировали необычные колебания, которые не соответствовали обычным сейсмическим явлениям. Эти сигналы казались сложными и мелодичными, что поднимало вопросы о природе этих звуков. В ответ на эти события руководство проекта решило провести экстренное собрание. Ученые и инженеры собрались, чтобы обсудить дальнейшие действия. Они настаивали на необходимости продолжать бурение, чтобы выяснить, что скрывается под поверхностью. Другие же выступали против, указывая на опасность. Обострение конфликта между участниками проекта достигло предела, когда один из геологов, Сергей Петров, заявил, что следует приостановить работы из-за возможных рисков. Тем временем на поверхность начали поступать сообщения о странных событиях. Местные жители в окрестностях Кольской скважины стали замечать аномальные явления, непонятные мигалки в небе, изменения в поведении животных и даже появление редких погодных явлений. Эти события привлекли внимание средств массовой информации, и вскоре журналисты начали следить за ситуацией вокруг скважины. На фоне общественного интереса и давления со стороны СМИ команда приняла решение провести дополнительные исследования. В сентябре того же года к проекту присоединились несколько новых ученых, специализирующихся на экзотических минералах. Они предположили, что загадочная порода может содержать уникальные элементы, которые могли бы внести вклад в современную науку. Эта идея внезапно повысила интерес к проекту и привела к увеличению финансирования. Несмотря на это, внутренние разногласия продолжали нарастать. Часть команды настаивала на необходимости прекратить бурение, утверждая, что звуки и колебания указывают на наличие чего-то, что может угрожать безопасности. Другие были уверены, что их исследования могут открыть новые горизонты в науке. В октябре, во время очередного погружения, произошел неожиданный инцидент. Буровая установка неожиданно остановилась, и датчики зафиксировали резкое изменение давления. Рабочие на поверхности ощутили сильные толчки, и через несколько минут пришло сообщение, что в скважине произошел новый выброс газа. Это стало сигналом для немедленной эвакуации персонала. Команда была в панике, и ситуация начала выходить из-под контроля. Звуки, доносящиеся из глубины, усиливались, и многие из сотрудников начали испытывать чувство страха и смятения. Некоторые даже говорили, что слышали голоса, которые звучали как крики о помощи. Это только усиливало паранойю в команде и вызвало интенсивные дискуссии о том, стоит ли продолжать исследования или прекратить их навсегда. Глубина скважины больше не воспринималась как просто геологический объект. Она стала символом чего-то гораздо более загадочного и потенциально опасного. В начале ноября 1971 года, после нескольких недель напряжения и споров внутри команды, буровая установка снова была приведена в действие. Специалисты, проанализировав предыдущие инциденты, внесли изменения в технику бурения, увеличив меры безопасности. Каждый шаг был тщательно спланирован, однако атмосфера в команде оставалась напряженной. Рабочие чувствовали, что в глубине скрывается нечто необычное, и это создавало чувство неопределенности. Во время очередного погружения на глубине 10 тысяч метров произошел резкий скачок давления. Буровая установка зафиксировала уникальные данные. На экранах мониторов появилось изображение, которого никто не мог объяснить. Светящиеся кристаллы, искрящиеся в темноте, и странные, не поддающиеся описанию формы. Команда была в восторге, но одновременно и напуганы. Некоторые начали говорить о том, что они могут быть свидетелями открытия, которое перевернет представление о геологии и природе Земли. Внезапно из глубины послышался оглушительный треск, за которым последовал мощный выброс газа и породы. Рабочие на поверхности ощутили сильную вибрацию, и в воздухе повисла паника. На мгновение все замерли, осознавая, что произошло что-то поистине страшное. Как только атмосфера успокоилась, инженеры начали проверять данные. На экранах появилось новое изображение. Кристаллы начали светиться ярче, а затем исчезли, оставив за собой таинственный след. Параллельно с этим звуки из глубины стали еще более выраженными. Рабочие, которые находились на поверхности, начали утверждать, что слышат четкие голоса. Это подтолкнуло многих к мысли о том, что они не одни в этой бездне. Некоторые начали подозревать, что скважина может скрывать не только геологические тайны, но и свидетельства о существовании жизни, о которой человечество не догадывалось. На следующий день ученые решили повторить попытку бурения, но с измененной стратегией. Они установили дополнительные датчики, чтобы зафиксировать любые аномалии. Как только буровая установка снова погрузилась в глубину, все были напряжены. На экранах появлялись странные сигналы, указывая на то, что подземные структуры были более сложными, чем предполагалось ранее. После нескольких часов бурения произошел еще один выброс, но на этот раз он был значительно сильнее предыдущего. Установка не выдержала нагрузки, и часть оборудования была повреждена.
Команда немедленно эвакуировалась, однако на этот раз сигнал тревоги был не просто предостережением о техническом сбое. Некоторые члены команды утверждали, что в момент выброса они увидели свет, исходящий от кристаллов, который, казалось, образовывал фигуры, напоминающие человеческие силуэты. Когда все собрались на поверхности, обсуждение раскрыло множество теорий. Они полагали, что они столкнулись с необычными минералами, которые могли стать основой для новых материалов. Другие же утверждали, что это могло быть свидетельством существования подземной цивилизации или даже другого мира. Резкое обострение конфликта среди исследователей и рабочих привело к тому, что некоторые начали открыто выражать страх перед тем, что они могут открыть. Ситуация накаливалась, когда в это время на поверхность вышли старшие ученые, готовые сделать отчет о произошедших событиях. Лица их были серьезными. Они знали, что на кону стоит не только безопасность команды, но и возможность раскрытия одной из самых больших тайн человечества. Каждый в команде понимал, что эта находка может навсегда изменить их представление о Земле и о том, что скрывает ее сердцевина. В середине ноября 1971 года команда приняла решение провести последнюю попытку бурения в Кольской скважине. Подготовка к операции прошла в условиях повышенного стресса. Ученые понимали, что это может быть единственная возможность раскрыть тайну, скрытую в глубинах Земли. Давление со стороны научного сообщества и правительственных структур нарастало, требуя результатов. Была подготовлена новая буровая установка с усовершенствованными системами защиты. Установили дополнительные барьеры и системы мониторинга, чтобы предотвратить выбросы. Буровая установка снова погрузилась в недра Земли. Каждый участник операции осознавал важность происходящего. После нескольких часов бурения на экранах снова начали проявляться аномальные сигналы. На глубине 11 тысяч метров буровая установка наткнулась на подземный резервуар с жидкостью. Произошел мощный выброс. Из отверстия фонтаном вырвалась порода, и таинственная жидкость, искривленная в свете, привлекла внимание. Рабочие были шокированы, некоторые утверждали, что в жидкости видели светящиеся частицы, напоминающие известные кристаллы. Главный инженер Георгий Смирнов, подошедший ближе к источнику выброса, заметил, что жидкость содержит необычные минералы, изменяющие цвет при изменении угла обзора. Это открытие стало настоящей сенсацией. Ученые начали собирать образцы, анализ которых подтвердил наличие редких элементов, потенциально полезных для различных отраслей науки. Однако с открытием пришли и новые проблемы. Разногласия по поводу этичности исследований и потенциальных угроз для экологии региона накалялись. Некоторые сотрудники начали высказывать опасения, что дальнейшее бурение может привести к непредсказуемым последствиям для окружающей среды. Вскоре после инцидента на поверхность вышел пресс-релиз о приостановке проекта. Правительство решило тщательно оценить все риски, прежде чем продолжить исследование. Ну что, друзья, разве не интересно, что в недрах нашей планеты прячутся такие загадки? Если вам нравится следить за нашими открытиями и хотите поддержать нас в этом увлекательном путешествии, не забудьте заглянуть по ссылке в описании или отсканируйте QR-код на экране. Мы будем вам бесконечно благодарны. Это решение вызвало противоречивые реакции. Одни поддерживали его, опасаясь за будущее региона, другие выражали недовольство, считая, что упущена уникальная возможность для научных открытий. Кольская скважина стала символом не только научного любопытства, но и этических дилемм. Исследования показали, что подземный мир хранит множество тайн, но требует уважения и осторожности. Закрытие проекта не означало завершение исследований. Это стало началом нового этапа, когда ученые начали искать безопасные способы изучения подземных ресурсов. К концу 1970 года скважина была законсервирована, но ее история продолжала жить в научных кругах и среди любителей загадок. Многие мечтали о возвращении к этой таинственной глубине, чтобы раскрыть ее секреты. Кольская скважина осталась в памяти как место, где наука столкнулась с мистикой, а тайны Земли оставили глубокий след в сознании людей.